Уважаемые дамы и господа, Fight Nights Global! За последние десятилетия смешанные единоборства стали мейнстримом в мировой спортивной индустрии. Pride, Strikeforce, Bellator, UFC — весь мировой интерес был прикован к зарубежным промоушенам. В 2010 году, вдохновленные их успехом, команда единомышленников поставила задачу создания узнаваемого мирового бренда российского ММА. Shan Design — это лидеры по созданию мировых брендов. Эта команда прекрасно разбирается в индустрии спортивных единоборств. Мы доверяем им и счастливы быть партнерами. Студия занялась всем, что связано с продвижением, всем, что связано с медиаконтентом, всем, что связано с созданием шоу. Студия Shan Design с самого начала занималась самыми масштабными проектами в этой стране. Олимпийскими играми, рекламной кампанией для «Газпрома», битву чемпионов вместе с Российским союзом боевых искусств. Сегодня нам всем предстоит уникальное зрелище – межстилевые бои. Мы делали всемирные игры боевых искусств в Санкт-Петербурге. На тот момент давно назрела такая необходимость сделать хорошую бойцовскую кампанию. После многочисленных обсуждений командой промоушена была выявлена уникальная концепция Fight Nights. Она объединяла в равной степени три составляющие – спорт, шоу и бизнес. Это легло в основу разработки стратегии бренда. Строгость и визуальная простота легли в основу вообще всего стиля Fight Nights. И этим стилем, собственно, дальше и созданием медиаконтента Fight Nights занялась студия Shan Design. Логотип Fight Nights, основной вид — это белые буквы на красном фоне. Рубленый шрифт, сделанный на основе дорожных знаков. Это трафаретные шрифты, с помощью которых быстро наносятся надписи. На канвас, собственно, самой клетки или ринга, на перчатки бойцов, на униформу. Когда берешь и отпечатываешь краску на поверхности, берешь логотип down. То есть это очень похоже на боевой вид спорта. Когда ты наносишь удар и остается отпечаток. Одни из первых маек, которые мы делали, Fight Nights. Хочешь драться, дерись в ринге. Красный цвет – цвет не только крови, но и цвет энергии, жизнеутверждающий. До начала турнира за несколько дней запускается круглосуточная работа. Всю ту графику, которую вы видите на экранах, на площадке и на улицах города, это все создается именно здесь. Спроектирована сценография будущих турниров, основными элементами которой были экраны для интеграции ТВ-контента и элементов шоу. То есть должен быть брендинг, должен быть промо, должны быть сайты, должны быть баннеры, реклама, плакаты, постеры, ключевые сообщения, слоганы. Все должно было отвечать общей идее – функциональности, доступности для восприятия и зрелищности. О нас еще никто не знал, но мы сделали все, чтобы с первого турнира промоушен прогремел на всю страну. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в студии Сергей Шанович и чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион Москвы по боевому самбо, старший тренер сборной Москвы по боевому самбо Камил Гаджиев. Здравствуйте! Сегодня мы станем с вами свидетелями удивительного зрелища: кикбоксинг, бокс-микс-файт, боевой самбо. Все те дисциплины, которые привлекают наибольшее внимание зрителей и болельщиков по всему миру. С первого турнира мы все делали сами, и это случилось. Мы делаем картинку такую, в общем, современного спортивного развлекательного мероприятия, потому что это профессиональные бои, то есть тут должно быть, с одной стороны, не слишком кроваво, не слишком разухабисто, это должно отличаться от обычного любительского спорта и в то же время не должно отпугивать своей какой-то излишней брутальностью. Неискушенных телезрителей. Вот это амплитуда, вот это бросок. Мы сами не знали, что мы делали. Мы делали шаги, и дорога появлялась. Первые эфирные версии были смонтированы в студии Shan Design. В
дизайне был сделан акцент на героев турнира. Им был Бату Хасиков. Россия вперед! Все, что я могу сказать. Это был шок. И уже на следующий день вся страна знала о существовании Fight Nights. В 2013-м произведен ребрендинг. Ринг сменила клетка. К каждому турниру разрабатывались индивидуальные промо-кампании. Ты мистер Фиолетовый. Мне нужен он. В 2011 году было проведено 3 турнира, 2016 – 15 турниров. Fight Nights развивается и развивается прежде всего стилистически. Каждому турниру делается свой плакат. Мы большое внимание уделяем созданию информационного поля, в котором человек, который попадает на турнир, чувствует и понимает, что это большой настоящий спорт. Мы не хуже, чем американцы и чем бразильцы. Мы просто позже начали. И совсем скоро догоним. К трансляции турниров подключились федеральные каналы. Промоушен привлек миллионы фанатов в соседних странах вещания. Я считаю, что это был красивый бой. Моменты, связанные с Fight Night Global. Я готов еще раз повторить это. Они сделали то, что до них никогда в ММА в российском не было. Мы сделали из этого телевизионный продукт. Сняли, смонтировали, оформили, сделали брендинг, промо. Под брендом Fight Nights были открыты Академии боевых искусств. Совершенно новый этап в компании наступил, когда студия перешла на производство большого документального кино о героях. Фильмы сразу производились на английском языке, тем самым привлекая широкую аудиторию во всем мире. Мы создаем истории, которые понятны и интересны зрителям. Не достиг того, чего я хотел бы достичь, это еще пахать и пахать. Все впереди. 2010 год. Я переместился с борцовского ковра в октагон. Лучшие бойцы мира были с нами. Одного не хватало нашей организации. Нам нужен был чемпионский пояс. Мы обратились к традиции известного дагестанского села Кубачи, в котором производят серебряные изделия. И по нашему рисунку этот пояс был сделан именно там, мастерами, которые мы использовали настоящие кубачинские орнаменты. И вот этот орел мы его сделали не таким царским с коронами государственным, а таким более историческим. С помощью этих мастеров мы сделали невероятную гравировку на серебряном поясе Fight Night, в центре которого находится все равно наше лого. По рейтингу Fight Matrix к марту 2018 года Fight Nights занимает 4-ю строчку рейтинга мировых организаций. Успешность бренда была отмечена в США. Американские компании начали трансляцию поединков на своем континенте – UFC Fight Pass. У бренда огромный потенциал монетизации не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. К 2018 году Сергей Шанович, Дмитрий Дерменев сняли около 20 документальных фильмов о бойцах. Студией оформлено более 90 турниров. Промо-компания к турниру Fight Nights Global 50 была признана лучшей на медиабренде 2017. Студии было доверено представить великого бойца эпохи, последнего императора Федора Емельяненко. То, что студия Shan Design сделала за 8 лет, реально превзошло все ожидания. Мы стали лучшими в России и уважаемы во всем мире. Сейчас огромное количество людей знает о бренде, о нас, о наших героях. С первого дня я понял, что у нас лучшая команда. Сделали так, что компания Fight Nights стала одной из лучших в мире. Они знают весь мир боевых искусств. Это точно большая история, которая продолжается.
черным и больным, несокрушимым бойцом под знаком великой богини Виктории. Моя сила внутри бесконечная. Кто сегодня отважится выйти против меня? Fight night, fight night. Мы готовы к бою здесь и сейчас. Fight night, fight night, fight night. Мы готовы к бою здесь и сейчас. Fight night. Один на один, две равные силы. В схватке сойдутся стихии, огонь и вода, небо и земля. И храни тебя Бог за то, что ты вышел против меня. Это великая битва честных